Подошел, ударил. Так же ударил раза два. Ну, подошел к нему, ударил тоже. Новогодняя ночь. Праздничный стол. Смех. А через несколько часов 7 трупов. 5 взрослых, 2 детей. Все с разбитыми головами. Это не сцена из триллера. Это Каменск-Уральский, Свердловская область. Ночь с 31 декабря 1992 года на 1 января 1993. 7 человек были убиты слесарным молотком. А убийцу нашли только спустя 32 года. Как можно уничтожить целую семью и спокойно прожить больше 3 десятилетий среди обычных людей? Как можно встречать Новый год, а потом хладнокровно добивать детей? И почему он был уверен, что его никогда не поймают? Досмотрите до конца этой главы, и вы узнаете, какую роковую ошибку он совершил в ту ночь, которая спустя десятилетия все-таки привела следствие к его двери. Каменск-Уральский – обычный промышленный город. 90-е. Развал страны. Нищета. Бардак. Люди выживают как могут. И в этой реальности Новый год – редкий повод забыться. В квартире семьи Ивановых собрались гости. Праздничный стол, алкоголь, разговоры. Среди приглашенных новые знакомые, которых встретили буквально накануне. И вот здесь начинается самое страшное. 20-летний Виктор Петриченко. Молодой, неприметный, без особых примет, без яркой биографии. Он познакомился с компанией на железнодорожном вокзале Свердловск-Пассажирский. Случайная встреча, случайный разговор. Предложение поехать вместе встречать Новый год. Скажите честно, вы бы поехали к малознакомому человеку домой? В 90-е это казалось обычным. Люди были проще, доверчивее. Именно на этом доверии он и сыграл. Виктор быстро влился в компанию. Шутил, выпивал, поддерживал разговор. Никто не видел в нем угрозы. Ни один человек в той квартире не мог представить, что за праздничным столом сидит будущий убийца. Но он пришел туда не просто так. Следствие установит позже. Петриченко заранее имел при себе клофелин, сильный седативный препарат. В 90-е его часто использовали преступники, подсыпая в алкоголь. Человек терял сознание, не понимая, что происходит. И вот в разгар праздника, когда тосты звучали один за другим, когда часы уже пробили полночь, когда люди расслабились, в стаканы был подмешан препарат. 5 взрослых человек начали засыпать один за другим. Не от усталости, от яда. Представьте эту картину. Человек сидит за столом, смеется. Через несколько минут его речь становится вялой, глаза закрываются. Он не может подняться. Он не понимает, что с ним. И в этот момент рядом стоит тот, кто все это устроил. Когда взрослые потеряли сознание, Петриченко достал слесарный молоток. Обычный инструмент, ничего особенного. Металл, деревянная рукоятка. Первый удар, потом второй, потом третий. Он бил по голове спящих людей. Методично, холодно, без паники, без крика. Следствие позже установит. Удары наносились с большой силой. Черепа были буквально проломлены. Это не аффект. Это не драка. Это казнь. 5 взрослых человек были убиты в квартире, где еще несколько часов назад звучали поздравления с Новым годом. Но самое страшное впереди. В квартире оставались 2 детей. 12 и 13 лет. Они не были под действием клофелина. Они могли проснуться, могли что-то услышать, могли закричать. И он это понимал. По данным следствия, он поочередно заманил детей, возможно, под предлогом помощи, возможно, обманом. И также убил их молотком. Скажите, что должно быть в голове у человека, который способен поднять молоток на ребенка? Это страх быть разоблаченным? Это хладнокровный расчет? Или в нем уже тогда не было ничего человеческого? Напишите в комментариях, вы верите, что такие люди рождаются или ими становятся?
В Екатеринбурге на вокзале познакомился с двумя мужчинами. Поехал с ними в гости к их друзьям. Приехал, убил их там всех. Так вот подошел и ударил. Зашли, я вот так его взял, рот закрыл и ударил молотком тоже. Ну, подошел к нему, ударил тоже. Рядом же. Раз. Ну, так же 2-3 раза сколько. Вышел из зала, она начала вставать. Проснулась. Ну, я подошел, ударил ее тоже. После убийства он не сбежал в панике. Он действовал спокойно. Тела были распределены по квартире. Часть в ванной, часть под кроватью. Он пытался создать иллюзию хаоса. Но в действительности все было продумано. Дальше. Ограбление. Он похитил деньги и ценности. По тем временам около 86 тысяч рублей. Для 90-х это были серьезные деньги. Возможно, именно ради них все и затевалось. И вот ключевой вопрос. Если это было просто ограбление, зачем убивать всех? Почему не скрыться после того, как люди потеряли сознание? Зачем уничтожать 7 человек? Потому что он не хотел свидетелей. Ни одного, ни взрослого, ни ребенка. Утром 1 января соседи еще ничего не знали. Город просыпался после праздника. Люди похмелялись, кто-то доедал салаты, кто-то шел в гости, а в одной квартире лежали 7 тел. Когда преступление было обнаружено, следствие столкнулось с настоящим шоком. Массовое убийство, семья, дети. Но 90-е — это не 2020-е. Нет современных баз ДНК, нет цифровых следов, нет камер на каждом углу. Да, оперативники работали, допрашивали, проверяли связи, но главный подозреваемый исчез. Виктор Петриченко растворился. Он не оставил паспорта, не оставил явных следов. Он покинул регион, сменил образ жизни, кочевал, работал случайно, переезжал. И год за годом дело покрывалось пылью. Представьте родных погибших. 32 года без ответа, без приговора, без точки. Как вы думаете, можно ли вообще жить дальше, когда убийца твоих близких где-то ходит по земле, дышит, работает, ест, смеется? Дело официально считалось нераскрытым, но оно не было забыто. В архивах Следственного управления папка лежала десятилетиями. Пожелтевшие протоколы, фотографии, заключения экспертов. И главный вопрос – кто? И вот здесь начинается вторая жизнь этого преступления. Прошли годы. Технологии шагнули вперед. Появились современные методы ДНК-анализа, новые криминалистические подходы. То, что в 90-е было невозможно, стало рутиной. Следователи вернулись к старым вещественным доказательствам, к тем самым предметам, которые хранились десятилетиями. Иногда достаточно одной микроскопической частицы, одного биологического следа, одной ошибки. Помните, вначале я сказал, что он совершил роковую ошибку? Она была не в самом убийстве, она была в уверенности. Он был уверен, что время сотрет все. Но время не стирает ДНК. Образцы, изъятые еще в 1993 году, прошли повторную экспертизу. И внезапно совпадение. Фамилия, имя. Человек, который давно жил в другом регионе. Белогорск, Амурская область. Тот самый Виктор Петриченко. На момент задержания ему было уже за 50. Он прожил целую жизнь после той ночи. Работал, общался, возможно, имел семью. Соседи не знали, кто он на самом деле. Представьте момент, когда к вам в дверь стучат спустя 32 года. Как вы думаете, он ждал этого стука? В январе 2025 года его задержали. Без погони, без перестрелки. Просто пришли и надели наручники. Следствие утверждает, он признал вину. 32 года молчания и признания. Но почему он решился? Давление доказательств, усталость или понимание, что технологии больше не оставляют шансов? А сейчас задумайтесь, сколько еще дел из 90-х лежат в архивах? Сколько людей считают, что им удалось уйти навсегда? Если вам интересны такие расследования, напишите в комментариях, нужно ли продолжение и разбор приговора, мотивов
и психологического портрета Петриченко, потому что дальше еще страшнее. Он прожил 32 года после той ночи, 32 новых года, 32 раза слышал бой курантов, 32 раза видел фейерверки. И каждый раз где-то в архивах лежало дело о 7 людях, убитых молотком. Вы можете представить, как живет человек, совершивший такое? Он боялся или считал себя победителем системы? Напишите в комментариях, по-вашему, такие люди мучаются совестью или спят спокойно? После убийства Виктор Петриченко исчез. Он не был публичной фигурой, не светился в криминальных сводках, не совершал громких преступлений. Он просто растворился. 90-е ему помогли. Страна менялась, документы терялись, люди переезжали без регистрации, базы данных не были объединены. И он воспользовался этим хаосом. По данным следствия, он кочевал по регионам, перебивался случайными заработками, жил тихо. Не привлекал внимания. Возможно, именно эта серость и стала его лучшей маскировкой. Но преступления такого масштаба не забываются. Дело 7 убитых в Каменске-Уральском продолжало существовать. В Свердловской области его помнили. В Следственном комитете к нему возвращались снова и снова. И вот ключевой момент. Современная криминалистика начала пересматривать старые дела. Не одно, не два, десятки. То, что раньше было невозможно, стало обычной процедурой. Старые вещественные доказательства достали из хранилищ, перепроверили, провели новые генетические экспертизы. Вы когда-нибудь задумывались, сколько информации может хранить крошечная частица биологического материала? Волос, капля крови, след на ткани. То, что в 90-е не дало результата, в 2020-е заговорило. ДНШ-профиль был получен. А дальше совпадение. Имя – Виктор Петриченко. Тот самый молодой человек, который в 20 лет приехал встречать Новый год и оставил после себя 7 трупов. К тому моменту ему было уже за 50. Он жил в городе Белогорск, Амурская область. Далеко от Урала. Далеко от места преступления. Казалось бы, расстояние огромное. Но для ДНШ не существует расстояний. В январе 2025 года к нему пришли сотрудники правоохранительных органов. Не в новогоднюю ночь, не под бой курантов. Просто обычный день. Представьте этот момент. Человек открывает дверь и видит тех, кто пришел за ним спустя 3 десятилетия. Как вы думаете, он понял сразу, за что его пришли задерживать? По официальным данным, Петриченко признал вину. Без долгих игр, без отрицаний, без театра. Почему? Когда следствие предъявляет генетические доказательства, спорить практически невозможно. Это не показания свидетеля, не косвенные улики. Это научный факт. Но самое тяжелое в этом деле не только способ раскрытия. Самое тяжелое – масштаб. 7 человек, 5 взрослых, 2 детей. И все это ради денег и устранения свидетелей. Следствие квалифицировало преступление как умышленное убийство 2 и более лиц, совершенное с особой жестокостью и из корыстных побуждений. Судебный процесс проходил в Красногорском районном суде Каменска-Уральского. Прошло более 30 лет. Многие В Екатеринбурге на вокзале познакомился но материалы дела с 2 мужчинами. суд Поехал с изучал ними протоколы в 90-х гости годов, к их друзьям. экспертизы, заключения, новые Приехал генетические исследования. И вот Убил приговор. их там. 14 лет и 11 месяцев подошел, лишения свободы в ударил. колонии Нашли, я вот так его взял, рот закрыл. суд ударил постановил взыскать с молотком. него Ну, компенсацию подошел к морального нему, вреда. ударил тоже. 10 Рядом миллионов рублей в пользу потерпевших. Ну так же 2 там, Многие 3 раза. зрители сколько. задают вопрос, Вышел из зала, почему она не начала пожизненно? вставать. Ответ в юридических Проснулась. нюансах. Преступление подошел, было ударил совершено его. в начале 90-х. Закон того времени имел свои ограничения. Сроки и санкции рассчитывались по нормам, действовавшим на момент преступления. Но задумайтесь, человек прожил на свободе 32 года. Фактически, большую часть жизни после убийства он не находился за решеткой. Как вы считаете, это справедливость или слишком поздняя реакция системы? Напишите свое мнение. Есть еще один важный момент.
Петриченко не был серийным убийцей в классическом понимании. Это было одно преступление, но по масштабу массовое уничтожение. Что это говорит о его психологии? Он не действовал в состоянии аффекта. Он заранее имел клофелин. Он подмешал его в алкоголь. Он дождался, пока жертвы потеряют сознание. Он использовал молоток. Он устранил детей как свидетелей. Это последовательность. Это расчет. Некоторые эксперты считают, что подобные преступления совершают люди с выраженными чертами холодной рациональности. Не импульс, не вспышка, а логика. Если убрать свидетелей, меня не найдут. Если скрыться, меня забудут. Если прошло много лет, срок давности все сотрет. Но он ошибся. Время изменилось. Технологии изменились. И самое главное, ДНК не стареет. Интересный вопрос. Если бы в 90-е существовали современные базы данных, сколько подобных преступлений было бы раскрыто по горячим следам? И еще один вопрос. Сколько людей сегодня живут спокойно, думая, что их дело навсегда похоронено в архивах? Это дело стало примером того, что холодные дела могут быть раскрыты даже спустя десятилетия. Для родственников погибших это была не просто новость. Это была точка. 32 года. Огромный срок. За это время выросло новое поколение, поменялась страна, изменилась экономика. Люди научились пользоваться интернетом, появились смартфоны. А дело все лежало. Вы только вдумайтесь, когда произошло убийство, не было социальных сетей, не было камер в подъездах, не было мобильной связи в современном понимании. Сегодня преступнику гораздо сложнее исчезнуть, но тогда это было возможно. И все же он не смог уйти навсегда. Есть еще один аспект. Почему он признался? Человек, который 32 года молчал, вдруг соглашается с обвинением. Это может говорить о нескольких вещах. Первое. Доказательства были неопровержимыми. Второе. Он понимал, что отрицание бессмысленно. Третье. Возможно, он устал носить это внутри. Но здесь нет романтики. Нет раскаяния, подтвержденного громкими заявлениями. Есть факт признания и приговор. В этой истории нет счастливого финала. 7 человек не вернутся. Дети не вырастут. Новый год для их родных навсегда останется датой трагедии. Но есть другой вывод. Ни одно тяжелое преступление не гарантирует преступнику вечной безопасности. Даже если прошли десятилетия, даже если сменились поколения следователей, даже если страна изменилась. Рано или поздно технологии догоняют. И теперь вопрос к вам. Как вы считаете, нужно ли массово пересматривать старые нераскрытые дела 90-х с применением современных методов? Готово ли общество к тому, что спустя 30 лет будут всплывать новые имена? И еще. Если бы вы были следователем, какое дело вы бы хотели раскрыть в первую очередь? Самое старое или самое резонансное? История Виктора Петриченко — это не просто криминальная хроника. Это пример того, как время может играть на стороне преступника, но не бесконечно. 32 года он жил обычной жизнью, и однажды все закончилось. В следующем ролике мы можем разобрать другие громкие дела, которые считались безнадежными, но были раскрыты спустя десятилетия. Если вам интересны такие расследования, поддержите видео и напишите в комментариях, какие темы вас волнуют больше всего, потому что архивы еще хранят много тайн.